Зеленский презентовал план победы. Беларусь меняет правила призыва и когда Киев пригласят в НАТО. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Украина воюет с тремя государствами – Ираном, Россией и КНДР. Будет ли объявление войны Северной Корее? Никакой капитуляции в мирной формуле Зеленского и в плане победы нету. Принудительная эвакуация из Купянска. Сколько гражданских еще остаются в городе? Запад приготовил целую программу для уменьшения населения РФ. Россия – это такая страна, которая многих раздражает на Западе. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а мы пока начнем. Украина планирует получить приглашение в НАТО еще во время каденции Байдена, пишет Reuters. Издание ссылается на главного украинского дипломата в НАТО. Наша идея заключается в том, что приглашение для Украины в данный момент станет политическим сигналом. Мы искренне верим, что это может стать частью наследия нынешней американской администрации. А президент Украины тем временем в Верховной Раде презентует свой план победы, о котором так много и долго говорилось. План этот должен быть направлен на обеспечение долгосрочной безопасности страны и предотвращение дальнейшей агрессии со стороны России. Основные пункты плана включают приглашение Украины в НАТО уже сейчас, как важный политический шаг для укрепления международной поддержки и безопасности, усиление собственного военного производства и увеличение поставок помощи от западных партнеров и стратегический пакет сдерживания, размещение на территории Украины неядерных средств защиты от возможных угроз со стороны России. Экономическое давление – это ограничение цен на нефть и экспортные меры для усиления давления на российскую экономику. Ну и опытный военный контингент. После завершения конфликта Украина будет обладать одной из самых боеспособных и опытных армий, что станет залогом безопасности в Европе. Зеленский подчеркнул, что реализация этого плана обеспечит утрату России контроля над Украиной и невозможность возобновления боевых действий. Сам план победы достаточно новое явление для международного и внутреннего дискурса. На что он направлен? Прежде всего, на наших партнеров объяснить им и ответить на один вопрос. Почему поддерживать Украину выгоднее, нежели попробуя договариваться с Путиным? Он также демонстрирует новеллу в виде ресурсного вопроса. О том, что в случае поражения Украины все эти ресурсы усилят диктатуры и варварский интернационал международный. А в случае защиты Украины литий, уран, другие ресурсы будут усиливать демократии. Рядом с этим он призывает определиться фактически в том, действительно ли готовы решительно поддерживать Украину или нет. Ведь момент настал. Северная Корея определилась. Они действительно поддерживают Россию и входят в российско-украинскую войну. Мы от партнеров не ждем вхождения в войну, но ждем, по крайней мере, решительной поддержки Украины, в частности, в том, чтобы переносить войну на территорию России. Собственно, на это был направленный план, как и его часть отдельная. Это продемонстрировать украинскому обществу, что никакой капитуляции в мирной формуле Зеленского и в плане победы нету. План вкрай амбициозный. Всегда в внешней политике необходимо просить больше, целить выше для того, чтобы попасть в цель. Украинские власти объявили обязательную эвакуацию мирных жителей из Купянска в Харьковской области, а также из 3 соседних прифронтовых районов – Кондрашовки, Петропавловки и Куриловки. Глава областной военной администрации Олег Синегубов объяснил это решение, цитирую, ухудшением военной ситуации и тем, что власти, опять цитата, не могут обеспечить проведение отопительного сезона, подачу электроэнергии, оказание гуманитарной помощи, поскольку враг обстреливает критическую инфраструктуру, восстановление которой сейчас невозможно. Конец цитаты. Купянск был оккупирован российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, но спустя несколько месяцев город удалось освободить в ходе успешного украинского контрнаступления осенью того же года.
Местные власти призывают жителей следовать рекомендациям и покидать опасные районы, чтобы избежать возможных жертв среди гражданского населения. Украинские военные продолжают удерживать позиции, чтобы предотвратить повторное взятие города. До начала полномасштабного вторжения в Купянском районе проживали более 50 тысяч человек, в самом Купянске свыше 25 тысяч. По словам Олега Синегубова, на левом восточном берегу реки Оскол, к которому подошла российская армия, остаются около 4 тысяч мирных жителей. Российские инструкторы готовят около 10 тысяч северокорейских военных для участия в войне. Подготовка проходит на Дальнем Востоке, формируется даже специальный батальон, который, по данным источников издания, будет переброшен на приграничные территории, вероятно, в Курскую область, а также не исключает и ротацию российских войск. Будут ли северокорейские солдаты участвовать непосредственно в боевых действиях, пока неизвестно. Но президент Украины заявляет, что сейчас страна ведет войну одновременно с 3 государствами. Это с Ираном, Россией и Северной Кореей. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны. Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как надо для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали. И это возможно. Именно так и будет. Как именно будет реагировать Украина на появление военных еще одной страны на своей территории, хоть и войну официально в современном мире никто никому не объявляет, мы спросили у юриста и политического эксперта Геннадия Дубова, как в этой ситуации будут развиваться события. В этом году между РФ и КНДР был подписан договор большой, где, в частности, в том числе содержится положение о военной помощи, взаимной в случае нападения на территорию этих государств. Поэтому исключать того, что корейские солдаты появятся, такие, прежде всего, наверное, в Российской Федерации, мы не можем. И на сегодня из того, что я вижу по аналитике, мне наиболее убедительным кажется версия, в соответствии с которой они, условно говоря, если они будут размещены в приграничных областях, соответственно, это там Брянская, Курская, Липецкая, по-моему, область, и, соответственно, дать возможность высвободить личный состав непосредственно вооруженных сил Российской Федерации от охраны, условно, границы и получить таким образом возможность дополнительные силы направить на поле боя. Child Free – это программа, которую Запад задумал, чтобы снизить численность россиян. Об этом говорит Денис Майданов, депутат Госдумы и заслуженный артист России. В Госдуме продолжают бороться со всеми неизвестными словами. По его мнению, отказ от рождения детей является частью идеологической войны, которая ведется против России. Майданов считает, что такие тенденции навязываются извне с целью подрыва традиционных ценностей и демографического потенциала страны. Россия – это такая страна, которая многих раздражает на Западе, многие хотят воспользоваться нашими ресурсами, завоевать наши территории, воспитать наших детей, вычистить нашу культуру и превратить Россию просто в исполнителей воли западных государств. Вот этого всего, разумеется, мы им не дадим сделать, но тем не менее они всеми своими силами влияют на психику наших людей. Поэтому Child Free – это как раз одна из программ западных государств, которая направлена на уменьшение количества жителей на планете Земля, и в том числе, конечно же, в России. Также он подчеркнул важность поддержки традиций многодетности в России и отметил, что именно многодетные семьи являются основой устойчивого роста населения. В своем выступлении Майданов призвал уделять больше внимания продвижению семейных ценностей и созданию условий, которые бы поощряли рождение большего числа детей в российских семьях. Давно задачи думать нету. Она атрофирована еще во времена раннего становления Путина и консенсуса системных либералов с российскими силовиками. Они расписали шахматку и, соответственно, поуничтожали олигархат. И с того момента Госдума является не более чем взбесившимся принтером, как в свое время ее называли российские уже политические классики. И на сегодня она просто проштамповывает различные бредовые идеи. Ну а поскольку задача ее в бредовых идеях,
то, понятное дело, уровень бреда все время надо повышать. Тут же как с наркотиками. Уже не берет. И, соответственно, появляются заявления Мизулина и остальных. Сейчас борьба child-free. И, в общем, чем бы ни заниматься, а бы не делом. Ведь делом, думаю, все равно никто не даст России заниматься. Все это решается в Кремле абсолютно другими людьми, реализовывается тоже без депутатов. Их задача быть статистами и клоунами, создавать зрелища. Ведь с хлебом. В Беларуси меняют правила призыва, в том числе и для тех белорусов, которые находятся за границей. Теперь срок оповещения военнообязанных, призываемых на сборы, сократился. Их должны уведомить не позднее, чем за 7 дней до начала сборов, тогда как раньше этот срок составлял 10 дней. Согласно новой редакции пункта 17 закона, повестки с указанием сроков явки в военкомат или в областное управление КГБ должны вручаться не позднее, чем за неделю до начала сборов. Изменения коснулись и пункта о покрытии расходов на перевозку военнообязанных, призванных на военные и специальные сборы, что предполагает изменения в порядке финансирования этих мероприятий. Военнообязанным, отобранным для прохождения сборов не позднее, чем за 7 дней до их начала, вручаются повестки с указанием сроков явки в военный комиссариат УКГБ по области. Кроме того, в документе, регулирующем оформление постоянного проживания за рубежом, изменили возраст, с которого начинается проверка наличия или отсутствия воинских обязательств. Ранее согласие военкомата требовалось для юношей, которым исполняется 16 лет в год принятия решения о ПМЖ за границей. Теперь этот возрастной порог подняли до 17 лет. Израильская авиация нанесла серию ударов по югу Ливана, по городу Набатия. Глава муниципалитета Аль-Набатии на юге Ливана Ахмад Кхейль и несколько сотрудников погибли в результате этой массированной израильской бомбардировки. По крайней мере, об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Джадид. По данным телеканала, удар был нанесен по зданию муниципалитета во время планового совещания, на котором обсуждались гуманитарные вопросы. Проверить эту информацию, во всяком случае, пока возможным не представляется. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, жду, что вы подпишетесь на канал и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.